Как давненько я здесь не был. Ох уж это ностальгашция. Фокус, приди. Он реагирует на глаза, прикол, да? Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Я немного пропала с радаров, много всего происходило, но самое главное это то, что мой сын пошел в первый класс, и это очень сильно отразилось на моей работе, потому что весь день теперь нужно строить вокруг школы, кружков и вот этого вот всего. Я думаю, что мамы меня поймут. Это непросто, но я приспосабливаюсь. В какой-то момент в этой кутерьме я запустила совершенно свою мастерскую и позволила хаосу взять над ней верх, и получился такой замкнутый круг, что мне физически было негде работать, и я не могла прибраться из-за количества проектов, которые я не могу завершить из-за того, что у меня, по сути, нет мастерской. И я решила, что это хороший повод провести реорганизацию, пересмотреть свои системы хранения и снова создать для себя рабочее пространство, в котором мне будет комфортно. Чтобы можно было просто прийти и начать работать, а не разгребать сначала завалы, чтобы поставить компьютер на стол. Да, я такой человек, что мне ужасно сложно поддерживать порядок, поэтому я очень озабочена организацией пространства, а не потому, что я такая умная, все умею, сейчас вас научу. Нет, абсолютно это не так, я в таком же раздрае, как и вы. Для начала, конечно, нужно было избавиться от всего лишнего, я вынесла где-то 20-30 пакетов мусора, я вообще не представляю, как это все поместилось в такой маленькой комнате, 16 метров у меня мастерская, но после расхламления не сказать, что вещей стало мало, их все равно много, потому что я не знаю, что может мне пригодиться для следующего проекта. Это просто специфика моей работы. Когда у тебя гончарная мастерская, понятно, что у тебя глина и все, что нужно для того, чтобы производить горшки. Если у тебя столярка, то все, что нужно для столярного дела. А я никогда не знаю, что я буду делать дальше. Пилить, лепить или что-то еще, поэтому может пригодиться все, что угодно, и я стараюсь от многого не избавляться, только от откровенного мусора. Опыт показал, что моя расстановка мебели не очень удобная. Изначально я поставила стол как, чтобы был естественный свет при съемках, но осенью и зимой световой день очень маленький, я все равно не успеваю снимать днем, а летом очень ярко светит солнце, потому что окно моей мастерской выходит на южную сторону, и это очень неудобно. Если вы будете делать мастерскую, и у вас есть возможность выбрать сторону света, то обратите внимание на юго-запад и северо-запад. Это самые удобные направления для того, чтобы пользоваться естественным светом от окна. Стол стоял рядом со стеллажом и перекрывал к нему доступ, поэтому неудобно было оттуда брать вещи, и самое главное, неудобно было их возвращать. А ключевой момент в сохранении порядка – это чтобы вещь было просто и удобно вернуть на место. Я переставила рабочий стол к пинборду, благо они оба из фанеры и в длину 1525 мм, так что подходят друг к другу идеально. Этот рабочий стол я сделала сама, вот здесь будет подсказка, можно посмотреть это видео, и периодически я его обновляю, шлифую и заново крашу, потому что, он рабочий. Стол для компьютера я переставила к противоположной стене, и это стало для меня открытием, потому что на этом месте всегда стоял туалетный столик. Раньше в этой комнате была спальня, и я их переместила. Кстати, по-моему, можно посмотреть об этом в видео про покраску стен. Зеркало от туалетного столика осталось, и мне казалось, что под ним что-то должно стоять. Но когда я убрала его оттуда и поставила большой стол для компьютера, освободилось такое большое количество места, и стало очень удобно. На стеллаже я все рассортировала по категориям, сложила вот в такие контейнеры и подписала их. Это тоже очень удобно для сохранения порядка. Ссылку на контейнеры я оставлю в описании, потому что мне кажется, что это очень выгодная сделка. Я заказала 2 набора по 10 штук, от 32 литров, по-моему, до 2. И в итоге получается, что каждый контейнер стоит что-то около 170 рублей, практически даром. Здесь у меня полка для сбора коробочек. Кстати, я вам не рассказывала, я выпустила свой набор для творчества, для того, чтобы создать вот такую картину. В этом наборе есть все необходимое для этого. Если вы хотите ее приобрести, пожалуйста, пишите мне в директ в Нельзяграме, либо на почту, и я с удовольствием вам ее отправлю.
Это я иду отправлять свои первые наборы для творчества. К своему продукту я шла очень долго, мне нужна была совокупность большого количества факторов, чтобы это было красиво и актуально, не банально, не просто какой-то предмет, а что-то, что вдохновит людей на творчество. Достаточно простая техника, чтобы каждый смог ее повторить, удобный размер для транспортировки. И все это воплотилось в коробке. А если вы хотите посмотреть просто мастер-класс и вам не нужны материалы, то это можно сделать на Boosty. Ссылку я оставлю в описании. Всех жду. Для съемок у меня есть два вот таких штатива пантографа, которые я креплю к стеллажу. Возможно, позже я заменю их на настенные крепления, потому что к стеллажу крепить не очень удобно, они все-таки периодически оттуда начинают скатываться. У меня здесь кольцевая лампа, она не очень мощная, но свой видеосвет я отдала подружке, она записывает курс, поэтому я дополняю кольцевую лампу софтбоксом, и, в принципе, мне пока достаточно света. Еще один вопрос, который меня мучил, это как хранить инструменты. Изначально они были на металлическом стеллаже, но так как стеллаж довольно глубокий, они там просто лежали одной кучей, и, естественно, образовывался бардак. Поэтому для них я выделила отдельно небольшой стеллаж, и теперь у каждого инструмента есть свое место. Я добавляла вот эту полочку сама, и нужно будет добавить еще одну, потому что вот это расстояние слишком большое, и оно используется нерационально. Для хранения красок и кисточек мне тоже нужно было какое-то изящное решение, чтобы можно было быстро их достать и также быстро обратно убрать. И я решила повесить вот такие узкие полочки. К тому же на них теперь лежит маркер для доски, и не будет, наверное, теперь теряться, я надеюсь. И я смогу на ней чаще писать. Про доску, кстати, есть вот здесь, в этом видео. Под полочками мне захотелось поставить комод, и я переместила сюда вот такой красный металлический из Икеи. Он как дополнительное место хранения, но пока там всякая всячина, и я его еще не разбирала, буду делать дополнительную организацию в нем. И остался небольшой стеллаж, здесь у меня в основном подарки от сына, всякие красивости, завершенные и незавершенные проекты. Кстати, пока я разбирала мастерскую, я решила, что что-то из своих проектов я хочу продать, и выложу это в Инстаграме в наличии. Если вам интересно, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и выбирайте. Это кресло я все-таки планирую закончить. Про него я не рассказывала на ютубе, но есть интересные рилсы, ссылка в описании. Я решила добавить еще пару элементов, видимо, улучшайтинг никогда не может закончиться. Мне было непонятно, где хранить всякие доски для резки и подкладки, потому что мне они нужны не постоянно, но в хранении крайне неудобны. И я искала всякие варианты на Пинтересте, и в основном мне попадалось что-то такое, но я так и не смогла найти достаточно крепкие зажимы, чтобы они держали вот эту доску, а она очень тяжелая. Поэтому я решила, что нужно сделать полочку под столешницей рабочего стола. И слепила ее из того, что было. Да, это суббота, утро, я в халате, занимаюсь этим, потому что пришла идея в голову, и нужно срочно ее воплотить. Ко мне потом присоединилась группа поддержки, это очень удобно, рекомендую. Я использовала кусок фанеры, который раньше был защитным экраном у окна, где стоял стол. Ой, я вообще его сняла, потому что хотела там сделать дополнительное крепление для штатива, но пока я сверлила, у нас в доме отключили свет, и я подумала, что это я виновата, что его отключили, потому что я попала в какой-то провод. Но муж мой сказал, что меня бы просто убило, если бы я это сделала. В общем, я решила, что вообще нужно просто оттуда все убрать и все переделать. Для второй части я взяла 100 раз просверленную доску, но ее все равно будет не видно, а функцию свою она выполняет.
Засовывать туда эти доски не очень удобно, но это нужно делать нечасто, и это занимает 2 секунды, а порядка добавляет на 100 очков. Интересно, можно ли измерять порядок в очках? 10 очков Гриффиндору за порядок. 400 kajillion billion points from Gryffindor. И чтобы избавиться от визуального шума на стеллаже, я давно хотела повесить туда шторки, и у меня даже были старые римские шторы, которые висели раньше в детской, и я решила их использовать. Они были слишком широкие, поэтому я достала все конструктивные элементы, большинство из которых сломались в процессе эксплуатации. Прикинь, одна штучка только целая была. И, во-первых, постирала шторы, потому что они были ужасно пыльными. А во-вторых, сделала их поуже. Край сметала на руках, потому что мне было лень доставать и разбираться со швейной машинкой, но время ее еще придет, потому что меня ждут 10 метров ткани на шторы. Из 2 штор мне удалось наскрести более-менее целые направляющие, и я их тоже укоротила до нужного размера и повесила прямо на сам стеллаж на болты. И эта шторка настолько улучшает вид всей мастерской, я так довольна этим решением. Я совсем забыла рассказать про этот пэкборд. Я делала его в прошлом году и даже нашла видео процесса. Я взяла фанеру, по-моему, толщиной 10 мм и шириной со стеллаж. Сделала разметку отверстий, просверлила их и также просверлила отверстия для болтов, чтобы прикрепить пэкборд к стеллажу. Зашлифовала немного. Напилила круглый погонаж диаметром 10 мм. Вставила эти штыри в просверленные отверстия, и вот уже год пользуюсь и не нарадуюсь. Я не знаю, как это объяснить, но у меня есть такое ощущение, что когда я первый раз делала мастерскую, я как будто просто разрешила себе занять место. А сейчас я действительно чувствую в себе внутреннюю уверенность, что я могу заниматься всем, чем я захочу, и могу иметь столько инструментов, сколько мне нужно, и дать каждому из них место. Я как будто по-настоящему присвоила себе это пространство и могу делать его настолько удобным для себя лично, насколько мне позволит моя фантазия. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите ваш комментарий. Возможно, какие-то приемы вам понравились, и вы хотите использовать их у себя. Давайте дадим YouTube знать, что вы по мне скучали и ждете мои новые видео. Обязательно подпишитесь на канал. И до встречи в новых выпусках. Я уже готовлю кое-что интересное в своей новой мастерской.